Друзья, всем привет! С вами Айман Яскараева, юрист в Дубае. В данном видео я хотела бы затронуть тему по приобретению недвижимости, квартиры в Дубае, непосредственно в Объединенных Арабских Эмиратах. Очень часто, вы знаете, люди приходят, инвестируют, и чем это привлекательно, очень много видео снято об этом, но в данном видео я хотела бы с юридической точки зрения именно рассказать вам, какие преимущества существуют при приобретении квартиры и почему это является очень выгодной инвестицией. Друзья, самое первое, самое главное, почему здесь покупается, я рассказываю опять же с юридической точки зрения в плане оформления сделки с недвижимостью. Это делается очень просто, очень быстро и вплоть до выдачи вам title deed, так называемый правоустанавливающий документ, прямо непосредственно после регистрации сделки, то есть день в день. Еще один фактор, который привлекает при покупке квартиры в недвижимости в Дубае, это то, что ваши сведения засекречены, то есть никто не может получить данные о том, что квартира принадлежит конкретно какому-то лицу, доступ к этим сведениям закрытый, а он выдается только при наличии решения местного суда. Опять же, суд также не выносит решение в отношении любых вопросов, это очень тщательно разбирается, и такие конфиденциальные сведения о наличии недвижимости, зарегистрировано конкретное лицо, может выдаваться по решению суда, например, допустим, если это наследственные споры, после смерти лица его наследники могут запросить сведения, либо это могут быть сведения по должникам, по судоисполнительным производствам, то есть решение любого другого иностранного суда на территории Эмиратов о выдаче сведений не исполняются местными земельными департаментами. Еще одним привлекательным фактором, который влечет инвесторов именно в инвестирование в недвижимость, это является отсутствие каких-либо налогов, друзья. Вы знаете, что в Эмиратах вообще отсутствуют налоги, а что касается недвижимости, то в целом нет никаких налогов, за исключением, когда вы совершаете сделку, вы платите 4% от стоимости недвижимого имущества при регистрации в земельный департамент, это пошлина. В дальнейшем у вас нет никаких расходов, за исключением сервис-чардж, так называемый, но это не является налогом в чистом виде, поэтому это действительно одно из привлекательных оснований для покупки квартиры в Дубае, в Эмиратах. Еще одним немаловажным фактором, друзья, является то, что в Эмиратах имеется возможность легко сдавать свою недвижимость в аренду, свою квартиру. Многие этим занимаются, и для этого нет обязательного требования, например, как в наших странах, регистрировать индивидуальное предпринимательство или платить налоги. То есть достаточно купить квартиру и сразу же ее сдавать в аренду без регистрации, и даже не находясь на территории этой страны, можно будет даже приобретать онлайн, то есть это можно сделать, находясь дистанционно, то есть приобретают недвижимость, в дальнейшем ее сдают в аренду. Это все делается через электронные подписи, либо через пересылку документов курьером, но в любом случае никаких препятствий для того, чтобы инвестировать, а в последующем получать еще дивиденды после сдачи этого недвижимого имущества в аренду. Ну и следующее, что вытекает и что немаловажно при сдаче недвижимости своей квартиры в аренду, то эта система настолько налажена и существует очень много детально прописанных, регламентированных законодательством норм, которые защищают стороны, и более того, у нас есть Rental Dispute Center в Дубае, который решает вопросы, связанные с арендными спорами. Еще одним преимуществом является то, что можно легко приобрести недвижимость, как я уже сказала выше, можно сделать доверенность, можно, не приезжая на территорию, оформить ее день в день, если вы выбрали уже помещение или квартиру, если вас все устраивает, если вы покупаете на первичном рынке, это у застройщика, либо на вторичном рынке. В любом случае не препятствует, оплата проходит достаточно надежно, существуют специальные департаменты, трасти-департаменты, которые регистрируют сделки, и очень много людей, которые покупали недвижимость по доверенности. Доверенность также можно оформить онлайн, но там существует свой порядок, друзья. Обращайтесь в частном порядке, я разъясню, как можно сделать доверенность онлайн. Ну и самое главное, друзья, о чем нельзя не отметить, это то, что имея недвижимость на сумму более 750 тысяч дирхам, сейчас ее даже снизили, ранее это было 1 миллион дирхам стоимость,
недвижимости, за которую вы полностью проплату внесли, вы имеете возможность получить визу резидента со всеми преимуществами, которые получают резиденты этой страны. Резиденты этой страны могут оформить визу на свою семью, открыть банковский счет, получить водительские права и многие другие доступные для резидентов преимущества. Если вам интересно, то в описании к этому видео посмотрите, есть видео, где я рассказывала о том, какие преимущества имеют резиденты, какие виды виз резидентов бывают в Эмиратах. И в целом это была основная информация, друзья, которая касается вопросов приобретения квартиры, и я рассказала именно с правовой точки зрения преимущества и привлекательные условия для инвестирования в квартиры, покупку недвижимости в Эмиратах. Друзья, спасибо большое за внимание, с вами была Иман Ескараева, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на меня в Инстаграме, где я более подробно рассказываю о тех или иных изменениях в законодательстве. Также у меня есть телеграм-канал, где я размещаю на английском, на русском языке отдельно 2 канала, все информационные новости в сфере права. Ставьте лайк этому видео и пишите ваши комментарии к данному видео, буду рада ответить на ваши вопросы.